Поражение на условиях Путина, план капитуляции, Зеленского призывают сдаться, а также ставят перед фактом, он в ярости, как Украину склоняют к безоговорочному поражению. Признание Крыма и Донбасса, а также русского языка, сокращение украинской армии и демилитаризованная зона после отвода войск. Где? Озвучены детали, реакция Москвы и какое послание написал Трампу Зеленский. Президент предложил уйти в отставку, но просит выполнить его требование. Какое? Польша поднимает 10 тысяч солдат. Армия отправлена к восточным границам. Заявление о начале спецоперации. Варшава переходит к жестким мерам безопасности. Что произошло? Срочное обращение к РФ в ООН. Украина требует ответа. В городе на западе Украины трехдневный траур. Позиция Киева и Москвы. Байдену 83. Россиян хотят лишить Ютуба, а в Казахстане найдена уникальная школа с близнецами и двойняшками. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, а я начинаю. Украина стремительно входит в самый глубокий демографический кризис за годы независимости. Уже в ближайшие 3 года в стране станет меньше на 200 тысяч детей дошкольного возраста. Это эквивалент 2000 больших детских садов, которые просто некому будет посещать. Сегодня в Украине насчитывается 881 тысяча детей в возрасте от 3 до 6 лет. Но младшей возрастной группы от 0 до 3 лет всего 570 тысяч. Разрыв в сотни тысяч, и он только растет год от года. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. В результате детские сады по всей стране стремительно пустеют. Киев впервые за историю независимости может обеспечить местом в садике каждого ребенка. Сеть садиков под ударом, воспитатели уходят из-за мизерных зарплат, новые кадры не приходят, а количество детей стремительно сокращается. В некоторых новых, хорошо оборудованных садах на сотни мест уже не удается набрать даже одну полноценную группу, заявляет замминистра образования и науки Коновалова. Во многих общинах, даже достаточно населенных, детские сады стоят полупустыми. О переполненности уже давно не идет речь. Даже Киев впервые за всю историю независимости может обеспечить местом в садике каждого ребенка. Остаются еще очереди в некоторые заведения, чаще всего в густонаселенных районах, где много молодых семей и родители хотят отдать ребенка в конкретный садик. Польша поднимает 10 тысяч солдат. Заявление о начале спецоперации. Варшава переходит к жестким мерам безопасности. Решение принято на самом высоком уровне. Армия выполняет приказ. Операция названа «Горизонт». Военные будут работать бок о бок с полицией и службами охраны, защищая ключевую инфраструктуру. Прежде всего, железные дороги, объекты, которые в последние недели оказались под повышенной угрозой. В ближайшее время в стране будет запущено приложение, которое позволит гражданам мгновенно сообщать о подозрительных ситуациях. Так, Польша реагирует на недавний взрыв на ЖД-линии Варшава-Люблин, где, по данным властей, действовали 2 украинцев, сотрудничавших с Россией. Москва после заявления Варшавы, напомню, обвинила Польшу в русофобии. Ситуация требует такого уровня вовлеченности. В столицах европейских стран часто можно увидеть солдат на улицах. Вы можете наблюдать эти немилитарные действия армии. Польша готова к этому. У нас 3-я по численности армия в НАТО. Уже несколько десятков часов солдаты сил территориальной обороны совместно со службой охраны железных дорог патрулируют железнодорожные линии и районы. Наиболее уязвимые и наиболее нуждающиеся в защите, наиболее подверженные диверсионным и саботажным атакам. В то же время Варшава поставила условия Зеленскому, и Киев уже ответил согласием. Украина и Польша теперь собираются совместно выявлять тех, кто потенциально может сотрудничать с Россией с целью диверсии, говорится в заявлениях и Зеленского, и Туска. Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам выявить угрозы, связанные с сотрудничеством российских спецслужб с некоторыми гражданами Украины. Полексит в Польше – аналог британского Брекзита. Президента Кароля Навроцкого обвинили в подготовке почвы в стране для дальнейшего выхода Польши из состава ЕС. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что позиция президента Навроцкого, который последовательно отвергает ключевые общеевропейские инициативы, может фактически подводить страну к сценарию, напоминающему Брексит. По словам Сикорского, отказ президента поддерживать зеленый курс, реформы по централизации управления ЕС и другие проекты, являющиеся основой текущей политики Евросоюза, формируют в обществе опасный фон, психологическую и политическую основу для возможного выхода Польши из ЕС. Министр подчеркивает, что именно так начинались процессы в Великобритании. Сикорский указывает, что подобная риторика несет для Польши прямые риски. При этом Кароль Навроцкий никогда официально не призывал к выходу из ЕС, уточняет польская пресса. Но, по мнению Сикорского, различие между конструктивной критикой и разрушительной критикой очевидно.
Я поддерживаю первый вариант и даже предлагаю решение. Но когда вы намекаете, что европейская интеграция – это заговор, направленный против Польши, вы не помогаете ни Союзу, ни Польше. Вы подготавливаете психологическую и политическую почву для выхода из Европейского Союза, для пол-эксита. Если именно этого вы и правое крыло палаты хотите к этому привести по каким-то известным вам причинам, скажите об этом прямо, вместо того, чтобы выдумывать угрозы для суверенитета. Поражение на условиях Путина, план капитуляции и Зеленского призывают сдаться. Западная пресса раскрывает детали нашумевшего плана Трампа по завершению войны, который был слит в сеть изданием Axios. Украина должна пойти на уступки. В Белом доме считают, что рано или поздно Украина может потерять Донбасс, а поэтому ей сейчас стоит просто отказаться от него в рамках мирного соглашения, пишет издание. Однако эти земли станут демилитаризованной зоной. Территории Донбасса, из которых Украина должна будет отойти, несмотря на российский контроль, будут считаться демилитаризованной зоной, куда Россия не сможет вводить войска. В Херсонской и Запорожской областях линии контроля будут в основном заморожены, но Россия должна будет вернуть часть территорий в рамках переговоров. Кроме того, согласно плану Трампа, США и другие страны должны признать Крым и Донбасс законной территорией России. Украина при этом не обязана этого делать. А еще должно произойти сокращение украинской армии, ограничение на дальнобойное оружие и гарантии безопасности от США. Но какие именно, не ясно. Издание Politico пишет, Зеленского поставят перед фактом. Настроение в Белом доме уверенное, почти агрессивно-оптимистичное. План, похоже, будет представлен Зеленскому как фейтер-компели, как свершившийся факт. То, что мы собираемся представить Украине, является разумным, сказал старший представитель Белого дома Даши. Причина такого поведения со стороны США – это обстановка на фронте и внутри Украины. Здесь западная пресса напоминает о коррупционном скандале. В то же время Вашингтон вообще не интересует мнение Европы, пишут издания. Рейтер считает, что все эти события – это серьезный удар для Киева. Такой план стал бы серьезным ударом для Киева на фоне дальнейшего продвижения российских войск на востоке Украины и коррупционного скандала, в рамках которого украинский парламент в среду отправил в отставку министров энергетики и юстиции. Мирный план США – это фактически капитуляция, к тому же на условиях России, пишет издание Financial Times. Зеленский в ярости. Новое. Я могу подтвердить поспешное предложение США и России, которое продвигается украинцам по линии Дмитриев-Уитков-Умеров. Оно фактически сводится к капитуляции Украины и, как сообщили мне осведомленные источники, представляет собой не что иное, как максималистские требования Кремля. Включает сокращение армии Украины вдвое, отказ от определенных видов вооружений, отказ от Донбасса, Зеленский недоволен. Отведено особое место в плане и русскому языку. Его должны признать официальным государственным. Кроме того, упоминается и вопрос Украинской православной церкви. В материале говорится, если Киев примет план в таком виде, это будет равносильно отказу Украины от своего суверенитета. Один из собеседников Financial Times считает, далее цитата, «всю эту инициативу российской попыткой развести администрацию Трампа, которая, по его словам, очень хочет показать прогресс по сделке. И у украинцев нет ни малейшего шанса принять это предложение, потому что это не сделка, а требование полной и безоговорочной капитуляции Украины». Конец цитаты. В МИД РФ заявили, что пока не получали от США информацию о соглашениях по Украине по официальным каналам. Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в Министерстве иностранных дел не получали. Подобные вещи мы видим сейчас в разных изданиях. Россия открыта к переговорам, накануне заявили у Путина, при этом планы, попавшие в сеть, комментировали осторожно. Песков заявил, что новаций нет и вспомнил о духе Анкориджа, акцентируя внимание на договоренностях Трампа и Путина на Аляске. Москва открыта к продолжению, Москва открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог. Турция при этом готова вновь открыть свои двери и для России, и для Украины. Далее заявление Эрдогана. Давайте послушаем. Мы считаем, что будет полезно активизировать Стамбульский процесс, используя более всеобъемлющий подход, который охватывает проблемы, ставшие острыми. Мы ожидаем, что все наши партнеры, желающие остановить кровопролитие в регионе, займут конструктивную позицию в отношении Стамбульского процесса. Сам же Зеленский заявил, что война должна закончиться, а после в своем телеграме отправил послание Трампу. На Банковой считают, что надо действовать в координации со всеми партнерами, а американское лидерство должно быть эффективным. Зеленский не упоминал план Трампа, но написал, что поддерживает шаги американского президента. Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство президента Трампа. Каждое сильное и справедливое предложение, направленное на прекращение этой войны. Только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы эта война наконец закончилась. Сегодня президент Эрдоган предложил форматы переговоров,
которые я поддержал. Итак, друзья, что думаете о таком плане, его условиях, требованиях и о том, как пишет Рейтер, серьезном ударе для Киева? Как считаете, как будут развиваться события дальше? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии под видео. Спасибо, что пишете. Я физически не могу ответить всем, но многим из вас я все-таки отвечаю. Благодарю каждого за то, что и слушаете, и слышите мои призывы. Спасибо вам за поддержку в виде лайка. Это бесценно, правда. И да, приглашаю вновь подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я продолжаю. Президент готов уйти и уже предложил отставку, однако такой вариант не устроил Трампа. Речь об отношениях американского президента и Мадуро. Нью-Йорк Таймс пишет, что Трамп одобрил тайные операции ЦРУ в Венесуэле. Америка усиливает давление на страну, однако какими именно станут эти операции ЦРУ, не раскрывается. На фоне давления Вашингтон возобновил непубличные переговоры с Николасом Мадуро. По данным осведомленных лиц, Мадуро сигнализировал о готовности уйти, но только через 2-3 года переходного периода. Белый дом отверг это предложение, говорят источники издания. По словам этих людей, Трамп подписал планы ЦРУ по проведению скрытых мер внутри Венесуэлы, операций, которые могут быть направлены на подготовку поля боя для дальнейших действий. В то же время, отметили они, он санкционировал новый раунд закулисных переговоров, которые на одном из этапов привели к тому, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил уйти в отставку после отсрочки в пару лет, предложение, которое Белый дом отклонил. Следующий этап кампании давления, как отмечают источники, может включать саботаж или киберпсихологические или информационные операции. Однако решения об этом пока нет. Украина требует срочного обращения к РФ в ООН. Причина – последствия российской атаки на украинские города. В Тернополе объявлен 3-дневный траур. На момент записи выпуска известно о 26 погибших и 98 пострадавших. На месте разрушения многоэтажного дома ликвидируют последствия. В сети тем временем публикуют видео прилета ракеты, а украинские воздушные силы уверяют, что это Х-101. В украинском МИДе рассчитывают на осуждение, справедливость и решительный ответ. Это цитата из официального сообщения, а также ждут реакции ОБСЕ. Я также поручил всем нашим посольствам приспустить флаги и открыть книги соболезнований. Мы также ожидаем, что завтрашнее заседание Постоянного совета ОБСЕ ясно и громко осудит эту новую волну российского террора как очередное грубое нарушение всех принципов Хельсинкского заключительного акта. В России, напомню, эту атаку назвали массированным ударом высокоточным оружием большой дальности в ответ на атаки Украины по России. В ведомстве Белоусова заявляется, что били по объектам ВПК и энергетики, а также складам БПЛА. Праздник под тенью диагноза. Байден встречает день рождения после тяжелейшего курса лечения. 20 ноября 46-й президент США отмечает свое 83-летие и делает это на фоне самого серьезного кризиса здоровья за свою политическую карьеру. Всего несколько недель назад Байден завершил курс лучевой терапии, направленный на борьбу с агрессивной формой рака предстательной железы. Его представитель тогда заверил, Байден чувствует себя хорошо. В сентябре Байден перенес операцию МООСа, во время которой хирурги удаляли раковые клетки с кожи. А в мае он впервые публично признал, у него метастатический рак предстательной железы, диагноз, который сам Байден назвал тяжелым, а его команда агрессивным, но поддающимся терапии. Западная пресса пишет, Байден встречает свой 83-й день рождения в борьбе за собственную жизнь, как когда-то боролся за власть. В России хотят полностью выдавить YouTube с устройств россиян и заменить отечественными сервисами. В Москве дали понять, эпоха этого видеохостинга в РФ подходит к концу. Первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Горелкин заявил, что в среднесрочной перспективе западная платформа будет полностью вытеснена российскими аналогами. По его словам, YouTube захватил рынок еще в 2010-х годах и занял монопольное положение. А для России это опасность, так как в YouTube транслируется ненужная россиянам информация с Запада. Горелкин считает, что цифровой суверенитет могут позволить себе лишь немногие государства, и Россия, утверждает депутат, должна входить в их число. Хотя это дорогое удовольствие, требующее огромных инвестиций и специалистов. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию. Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды. Его очень активно используют западные государства в информационной войне. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Государство ли должно определять, что и где должен смотреть и читать человек, или же это выбор гражданина? Запрет, ограничение, отказ от иного и альтернативного – это нормально в 21 веке или нет? Как по мне, ответ очевиден, но, пожалуйста, оставьте вы свое мнение в комментариях.
И напоследок интересная новость из Казахстана о школе двойников. В одной из школ города Арыс учатся сразу 17 пар близнецов, от первоклассников до выпускников, сообщает издание «Орда». В прошлом году двойняшек было еще больше, целых 32 пары. Учителя признаются, что порой путают ребят, но с другой стороны, рассказывают педагоги, дети двойняшки и близнецы чаще проявляют командный дух и невероятную взаимную поддержку. Интересно, что двойняшки чаще всего появляются на свет именно в Туркестанской области Казахстана. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня, не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.